Всем привет, меня зовут Евгений Кислицын, вы смотрите канал 2 Печника 52. Мы закончили очередной объект. Это у нас, как вы можете догадаться, камин. Но камин совсем далеко не простой. Начнем давайте по порядочку. Слева направо. Здесь у нас установлена ниша, скрытая под рамку мангала, потому что заказчик захотел использовать камин в холодное время года как мангал. Топливник установили польский двухсторонний, потому что здесь будет гостиная, там будет кухня, чтобы огня хватило на всех. Снизу конвекционная решетка установлена для подачи воздуха и охлаждения топливника. Сверху также конвекционные решетки, тоже польские, со шторками. Можно выключить, тепло не идет, включаем, прям горячо. Топливник у нас питается холодным воздухом из улицы. Проделали подачу воздуха, подсоединяли напрямую к топливнику. Благо в этих топливниках уже есть специальное отверстие, куда это можно подключить. Это ниша под дрова, это ниша под какой-то инвентарь к камину, кочерги и так далее. Здесь у нас установлена гранитная столешница. Две очень любопытные ниши. В этом странность и необычность, в принципе, этого камина и заключается. Как только я приехал и начал говорить с заказчиком, заказчик попросил одно, сначала вот рамку мангала, потом также он изъявил желание установить еще в камин коптильную камеру. Задача на самом деле не из легких. Дым имеет свойство очень быстро распространяться по комнате, но мы справились. Коптильную камеру. Давайте откроем. Вот здесь она установлена. Да, за этой дверцей стоит еще одна дверца. Эта дверца уже герметичная. Как видите, здесь есть датчик температуры. Это и есть коптильная камера. За этой стеной у нас идет система вытяжки. Так, чтобы ни одна молекула дыма не прошла в помещение. Вот сейчас вы можете наблюдать. Дым уходит, он уходит весь на улицу. Домой ничего не попадает. Это коптильня для горячего копчения. Как только вы затопили камин, вы можете, в принципе, начать копчение горячее. Но как же быть, если вы хотите попробовать холодное копчение? И заказчик попросил нас сделать и это. И за этой нишей у нас установлен дымогенератор. Он сейчас работает. Также полностью какие-то левые дыма, которые здесь есть, не участвуют, которые даже в копчении, они также все уходят наверх, домой ничего не попадает. Ну и на этом заказчик не остановился и попросил нас сделать еще печь под казан дома с возможностью приготовить что-то на сетке барбекю, готовить стейки и так далее. Было решено не уходить от стиля общего, сделать его тоже в черном цвете, сделать его металлический. Была куплена топка садовая Везувий, которая имеет определенное дымление в процессе горения. Ну и также, сами понимаете, когда готовим на казане, очень много пара уходит, который надо удалять из помещения. Для этих целей мы и установили вытяжку, которая может в процессе горения печи опускаться в самый низ и забирать все дыма, которые не удалил дымоход. Также, когда вы уже готовите стейки, да, ее надо опускать пониже. Механизм гильотинный, легко поднимается, останавливается в любом положении. Вот минимальная высота и максимальная высота. Двигается все по направляющим очень быстро и удобно. Сами понимаете, задача нетривиальная. Очень много модулей нам пришлось поставить на 1,5 квадратных метра. Получился целый барбекю-комплекс. И стандартные методы установки камина нам просто-напросто не подходили. Поэтому здесь было решено сделать все практически из кирпича, подводить все каналы. Их здесь очень много, как вы понимаете. Все подводить к дымоходу. И только там уже делать каркас, устанавливать термоплиты и выводили дымоход на улицу. Ну и по облицовочке, как видите, все старались выдержать в черном матовом
в цвете, за исключением разве что столешницы гранитной, потому что она и должна была выделяться. Здесь был использован черный классический керамогранит. Работать с ним очень сложно. Он крупногабаритный, очень хрупкий. Также приходилось брать в аренду станки, потому что наши просто-напросто не справляются с углами. Все углы, их здесь довольно много, надо запиливать под 45 градусов, чтобы они просто-напросто не выделялись. Также сложности возникли определенные с дверцами, но мы все в принципе решили. Опыт был очень интересный с этим камином. Не знаю, кому можно его посоветовать, но было интересно. Вот такой короткий ролик у нас вышел. Можете подписаться на канал, если было интересно. Меня зовут Евгений Кислицын. Вы смотрели канал Два Пищика. Всем пока.